мне, я хочу купить вторичку в Польше. Тебя отключают свет и снимают счетчик. Тут тоже живут, и это очень дорогой комплекс. Для того, чтобы позвонить, они пишут смс, что Автодом, OLX. Вас могут спросить, откуда эти деньги. Реально скинуть 3-5%? 10-15 тоже реально. Всем привет! На связи Стас, канал о бизнесе в Польше. Рядом со мной Влад, эксперт в теме недвижимости. И сегодня мы поговорим о покупке вторички. Какие есть нюансы покупки вторичной недвижимости в Польше? Что такое вторичка? Есть ли там налоги? Как ее правильно выбирать? Какие есть нюансы и риски? Перед началом хочу вам напомнить, если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса в Польше, регистрация компании, ИП, оптимизация налогообложения, снизу под видео вы найдете все ссылки. Будем рады с вами сотрудничать. Влад, вам слово. Правильно я все сформулировал? Все очень правильно, потому что вторичный рынок имеет свои нюансы. Он очень популярен, один из самых популярных рынков. По сути, вторичный и первичный. Да? Вторичный все-таки более популярен. Поэтому здесь можно очень много о чем поговорить и этот вопрос расширить так, чтобы вы могли полезно для себя использовать эту информацию. Да, и первый вопрос, почему и в какие моменты люди выбирают покупку именно вторичную? Уже, я так понимаю, речь идет о условно квартире. Давай какой-то кейс брать. Условно о квартире в Варшаве, в которая уже продается там второй или третий раз, в которой есть какой-то ремонт. Зачем люди это делают? Это доступность, прежде всего. То есть приходят клиенты с запросом, и они хотят уже сейчас купить и уже сейчас переехать. Именно из-за этого зачастую покупают на вторичном рынке, потому что она доступна уже примерно сейчас, то есть может быть через месяц-два, но не год, два, три. Да? Плюс мы уже можем купить недвижимость, в которой мы уже можем переехать, то есть нужно делать ремонт. Да, и плюс зачастую все-таки цена немножко будет ниже, чем на первичном рынке. Цена за недвижимость или цена как бы в общем в итоге за весь этот бизнес-проект? В общем-то, я думаю, за бизнес-проект. Да, все-таки зачастую. Поэтому рынок вторичный более популярен, потому что у нас здесь больше выбор. И мы все-таки можем больше к себе построить недвижимость, которую покупаем. Да? То есть, грубо говоря, мы хотим вот такую недвижимость, мы можем построить ее там и там и там, да? Потому что она более доступна, ее больше просто, элементарно. Да? И у нас больше выбор из-за этого. Из-за этого мы можем торговаться более, да? Потому что торговаться с застройщиками, торговаться с реальными людьми проще. Это проще. Немножко все-таки проще, кому-то более спешится, кому-то меньше спешится, да, и так далее. Поэтому это тоже имеет свое очень большое влияние. О чем нужно знать при покупке именно вторички в Польше? Давай на мне. Я хочу купить вторичку в Польше. Так получилось, что я заработал денег. Классно получилось. Да, и я хочу купить вторичку. Проконсультируй меня, что мне надо делать? Да, то есть берем под внимание то, что ты иностранец, да, и мы делаем это видео для Я иностранец, у меня нет гражданства, у меня карта по быту, кстати. Например, ты приехал сюда там с другой страны, да, у меня я плюс жена. Да, вы приехали, и у вас с собой есть определенные наличные, да, и за которые вы будете себе покупать недвижимость. Поэтому первый шаг мы должны брать под внимание, что вас могут спросить, откуда эти деньги, да, это первое. Второе, вам желательно их положить на банковский счет, потому что все-таки на вторичном рынке, вообще на рынке в Польше практикуются переводы денег, да, то есть все-таки меньше наличными, больше переводами, да, поэтому нужно подготовиться. То есть, простыми словами, ты не можешь прийти к нотариусу, условно, это место, где происходит сама сделка, и как бы вывалить, просто выложить пачки с деньгами. Можешь, но многие нотариусы не принимают просто такую то есть чисто в теории можно, да, но все-таки некоторые нотариусы могут сказать, что я такую сделку не сделаю. Да, то есть, могут отказаться. Некоторые примут, все окей, да, но все-таки, когда такая сумма большая, да, в наличных, это вызывает какое-то определенное подозрение. Почему так? Почему их нет на счету? И тоже вы должны понимать, что владелец, который продает недвижимость, он может все-таки немножко переживать, да, почему, вот, например, а как я проверю, вся ли сумма есть, да, это что мы будем считать в банке и так далее. То есть для безопасности транзакции владелец тоже будет хотеть, чтобы все-таки это был перевод, а не наличный. Хорошо, что еще? Вот есть деньги, есть желание купить квартиру. Да, то есть нужно, я думаю, понять, что мы ищем конкретно, да, то есть расставить приоритеты, как бы для себя понять, что для меня важно. Давай, сейчас у меня тут сразу вопросы, проконсультируй меня. Я не знаю пока, где хочу купить квартиру, это Варшава, Краков, я рассматриваю Варшава, Краков и Вроцлав. Вот три таких популярных достаточно города, да, в Польше. Какую бы ты дал характеристику по этим трем городам? Насколько цены выше или ниже и так далее? Мы должны брать под внимание, что все-таки рынок Польше, он примерно стабилен в больших городах, да, то есть цены плюс-минус получаются такие же. Конечно, что Варшава есть Варшава, да, это столица, здесь довольно-таки очень дорого, да, но все же мы должны брать под внимание, что, эти цены, они похожи, да, то есть там разница пускай там 20-30% может быть, да. А почему? Как ты думаешь, с чем это связано? Потому что в Украине разница колоссальная. Если брать Киев,
и там условный Хмельницкий, то Мгм. разница, ну, просто в 2,5 раза, может Ну, быть, мне в 3. кажется, что, во-первых, наверное, из-за масштаба, Да. все-таки Польша, она меньше. Окей, хорошо. Это мне кажется, это как я тоже мысли вслух, да, я думаю, что все-таки за то, что она меньше, да, все-таки как бы, ну, недвижимость тоже, соответственно, меньше, поэтому Мгм. цены в больших городах плюс-минус держатся, да, плюс, ну, это все-таки Польша, это уже Европа, да, Мгм. то и города примерно одинаково развиты. Я думаю, вот все-таки вот это Это аргумент. да, это тоже определенно, да, ну и плюс тоже очень много тоже приезжих мы должны брать под внимание, да, то есть также из Типа везде, Германии и так везде далее, есть да. спрос, да, во всех городах он определенно. равномерно ложится, Да, этот спрос. да, конечно же, что, ну, я говорю, то есть есть разница, определенно есть разница, да, и при таких суммах больших даже 10% это большая разница, Да. но это не такая колоссальная, как, например, в Украине. Хорошо, что дальше? Я выбрал, что я хочу купить со вторички квартиру в Варшаве. Мгм. Какой алгоритм действия? Но я думаю, что нужно определиться плюс-минус с районом, да, то есть, ну, мы всегда отталкиваемся все-таки от бюджета и потребностей твоей, да. Да. То есть, например, если ты сам, ну, ты можешь себе рассматривать Кавлерку, например, да, и поближе к центру, например, если у тебя 500 тысяч, да. Если, например, уже как семья, и вам нужно больше метраж, ну, то нужно, возможно, уже смотреть где-то подальше. Мгм. Поэтому, то есть, очень важно все-таки эти приоритеты расставить и понять, что вы ищете, чтобы не терять время, потому что время – это деньги за аренду недвижимости, которую вы снимаете, чтобы жить, да. Ну да. То есть это каждый месяц там минус 5-8 тысяч, в зависимости от, ну, какой квартире вы Мгм. живете, да. Плюс вы, возможно, теряете классные варианты. Мгм. Потому что очень часто бывает такое, что, например, клиент приходит, смотрит первую квартиру, потом смотрит еще 10, и потом такой, блин, я хочу ту первую, Да, а ее уже её нет, уже да, нет. элементарно. То есть Окей. поэтому, чтобы не терять хорошие варианты, все-таки стоит эти приоритеты себе расставить, да, что зачем, что мне важно, и уже потом мы ныряем в покупку. Скажи мне топ-3 приоритета при покупке вторичной недвижимости в Польше. Ну, Что зачастую люди- вопрос... Ну, понятно, деньги. Да, деньги, это понятно, плюс, ну, метраж. Деньги С того, что- наложены на метраж. Да, с того, что мы смотрели, даже такое делали как бы бадание, сравнивание, все-таки вот, например, украинцы, они больше за большими метражами. Мы привыкли, что у нас в Привыкли. Украине больше метражей. Ну вот так на практике Мгм. есть, А реально. что еще? Какие еще критерии для людей важны? Очень важно, это все-таки, когда мы смотрим вторичный рынок, есть клиенты, которые делятся, что все-таки только новостройка. Вторичка, но новостройка, Да, типа. да. И есть те, Окей. которые, что, ну, может быть, окей, я без проблем Может поживу в быть, старом каменица? блоке. Да, в старом, ну, Ну, а давай каменица смотри. это тоже другая тема. У нас вот здесь это, ну это офисы, да, получается? Ну, то есть, например, А, это офис. А вон, да. вот это Але новострой ні, считается а, или нет? Нет, это лата 70-е, то есть 70-е года примерно. Посредине, да? Да, да. То есть нет, тут тоже живут, и это очень дорогой комплекс. Ну, да. это очень дорогая. Потому что здесь как бы у нас идет, не помню, до какого этажа, этажа офисы, Да. потом уже идут квартиры, да. Снова А. же тут же вид как бы на город и так далее, но это Не, очень... ну это сумасшедше. Ты не Да, знаешь, то сколько есть- здесь квадратный метр стоит? Ну тут можно 30-ку брать под внимание. 30-очка, Да, да? то есть 30 тысяч тоже в злотых зависимости, квадратный то есть, метр. да, то есть это тоже в порядке времени мы должны брать под внимание, что были там транзакции, делали, которые там пускай 20 чем-то, потом цены выросли, Мгм. это уже была там 30-ка. Окей. Снова же зависит от метража, да, больше Э, метраж, меньше за метр В квадратный. любом случае, я правильно понимаю, логика такая. Давай сейчас за Варшаву брать. Если ты хочешь купить вторичку в центре, то, скорее всего, это будет либо квартира в супер новом доме, в таком хай-тек, да, Мгм. либо это что-то типа латах Ну, 70. не совсем, Не. потому что тоже мы можем купить, например, с 2010 года, 15-го, да, А, это уже то есть есть вторичка, какие-то разные это уже застройки. вторичка, да, поэтому я говорю о приоритетах, почему, потому что, например, мы можем купить себе, не знаю, например, 50 метров, да, Да. в новостройке, там 15-й год, например, да, Да. или купить в том же районе при соседний дом, это будет вот такой старый, да, с 70-х, только там уже будет больше метраж. Понял. Набросай мне цены, пожалуйста. Возьми там топ-5 районов, самых популярных в Варшаве, и Мгм. набросай среднюю цену там с головы на квадратный метр за А, вторичку. Ну, Это ж, давай. получается квартира уже с ремонтом. Снова тут очень большая разбежность по поводу того, мы покупаем все-таки в новостройке или вот в старых. Ну, давай уберем старые прям, давай хотя бы... А там все равно очень большая разница. Ну, поэтому я и говорю, да. Что чаще покупают клиенты? Клиенты покупают, ну, снова же, я думаю, что все-таки больше спрос на старые. Потому старые. что Варшава очень дорогая сейчас уже, да. Потому что Из-за дешевле. бюджета, да, то есть люди предпочитают себе купить, пускай немножко больше метраж, пускай, например, это не 38 метров, да, я лучше себе куплю 45, но в старом, Ну, в старом. да. Берё- Хотя, снова же, очень много хотят все-таки меньше метраж, пускай будет, но только новостройка, потому что там, ну, не... Ну, хотеть не Да, вредно, да, это да, то хорошее. Вот именно поэтому приоритет. Давай да? берем старую такую плюс-минус Да. недвижку и набросай мне топ-5 цен по районам. Окей, то есть, ну, например, мы берем центр,
Да, мы Центр щас в – это центре. самый специфический район, и мы здесь должны брать под внимание, что вот здесь нет такого, как приблизительная цена за метр квадратный, потому что тут все-таки делает большую работу вид. Например, может быть дом, окна выходят на подворко, да, на Да. патио, это одна цена, а уже на Палац культуры совершенно другая цена. добрый Да, вечер, поэтому это центр. То есть, например, там может быть, например, не знаю, каменица, предвоенная, то есть которая строилась перед войной, да, там цена будет намного больше, потому что там высокие потолки 3,5, например, метра, да, 4, каменица, например, хорошо сделана уже, да, ее там отреставрировали и так далее, да, а соседний дом это будет с годов 70-х, это обычно такая великая плита, да, там уже цена будет совершенно другая, потому что ну, это совершенно другой уровень жизни, снова же, да, Да, поэтому то есть центр цены, очень специфический. Какие да? цены? Ну, то есть я думаю так, что если мы хотим купить кавалерку в центре, да, там, пускай 30 метров, мы должны брать под внимание, что это около, ну, там, 500 тысяч. 500 тысяч злотых. Да, Окей. это кавалерка в центре, да, то есть не факт, что, конечно, что с видом на Палац культуры, например, да, но, то есть в таком нормальном стандарте, что мы можем въехать, пожить, я думаю, что так плюс-минус 500 тысяч, да. Окей. То есть снова же мы берем под внимание, но это рынок, это вторичка. И, например, если кому-то спешится, он может сойти с цены, нам, например, намного больше, да, и в итоге вы покупаете себе недвижимость в хорошей цене, Ну, чтобы вы понятно, торговали, да. да. Давай еще какие-то да. районы брать и называть То цены. есть, да, снова же, например, Мокотов. Мокотов это очень большой район, да, и он есть как старый Мокотов, да, и есть вот тот, который а-ля Нов, да. Поэтому старый Мокотов, он считается как, грубо говоря, центр. Это дорогой район, там очень много камениц, да, сталинок и так далее, высокие потолки. И там, например, уже цены будут идти там даже до ремонта недвижимость. Это 12-13 за метр квадратный, Ага. да. После ремонта может там достигать 20. За метр Да, квадратный. а вот, например, тот же Мокотов, только намного дальше, там можно себе спокойненько купить 50 метров, например, да, за, не знаю, там 600 тысяч, жить себе и все окей. Окей. Да? Сможем перейти, например, в район, который немножко дальше от центра, это, например, Прага Пудня, да? Да. Это считается другая сторона Вислы, да, и там тоже есть люди, которые хотят там жить только там, и есть те, которые никогда там, да, поэтому, то есть, есть свои нюансы. Например, это довольно-таки семейный район относительно, там тоже очень много новостроек, и, то есть, там можно купить, например, себе, не знаю, 2 комнаты, да, там 40, пускай 5 метров, в таком состоянии, что можно заехать и жить, я не говорю, что это будет высокий стандарт, да, но можно жить себе спокойненько. Так, это 550 тысяч, без проблем, да, то есть покупаем. Ну, например, такая же квартира в том же районе, но в новостройке уже будет стоить там, ну, 650 тысяч, да, хотя, Окей. ну, то есть все тоже, только просто год новее. Ну да, да. Ну и Вот. плюс там подъезд лучше, Да, да? да, условно? но есть, например, такие районы, как Биауенко, это очень отдаленные районы, да, то есть, например, доезд к центру там займет, пускай, около часа, да, Ого. да, но там, например, Добрый очень вечер. без проблем, ну, то есть там можно себе купить недвижимость, не знаю, пускай 60 метров за 500, там, 30-50 тысяч, Ну да, то есть условно ты Да, себе то есть там плюс дальше, 15-20 да. квадратных метров да. докидываешь. Ну, там это реально далеко. Ну, например, на Биауенке очень много как раз новостроек все-таки, да, Да. и там можно купить в хорошей цене в новостройке, но мы берем под внимание, что это далеко. Вернемся к алгоритму. Дай сейчас весь алгоритм вот по шапкам, а потом мы куда-то Окей. углубимся. То есть, например, если мы начинаем поиск. С чего мы начинаем поиск? Мы идем или к риэлтору, который вас сопровождает за руку по всем этапам, да, или же вы решили, что окей, я покупаю ее сам. Начинаем мы с чего? Это поиск недвижимости. Где мы ее можем найти? Ну, есть сайты, да. Мы заходим на Autodom, OLX, Нерухомости онлайн, Градка, такие самые популярные, да, порталы, сайты, где есть недвижимость, как и первичная, по сути, так и вторичная, как от риэлторов, так и без риэлторов, да. То есть мы ищем себе варианты, просматриваем, договариваемся на встрече, едем смотреть, да. Конечно же, стоит подойти к этому моменту очень ответственно, потому что нужно посмотреть разные варианты, чтобы сориентироваться, что же мы ищем, в каком районе и так далее, да. И я думаю, что тут- Написать ТЗ, да, в начале Да, хороший? да, и тоже очень важно все-таки для себя понять, что окей, нужно складывать оферты, то есть владельцы, Это цены, предложения. То есть, например, мы приходим на квартиру, если она нам понравилась, дай свое предложение. Потому что уже у владельца будет такой знак, что ага, окей, он заинтересован, да, и у вас будет немножко больше времени, чтобы эта квартира не убежала, пока владелец думает, а плюс, возможно, он согласится на эту цену, вы купите в хорошей цене недвижимость себе, да. Поэтому, то есть, это тоже стоит брать под внимание. Отлично, вы досмотрели видео до этого момента, значит вам реально интересна тема бизнеса в Польше. Если так, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А если вам нужна профессиональная регистрация компании, ИП, ведение польской бухгалтерии или консультация по запуску бизнеса в Польше, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. И окей, если же мы выбрали себе недвижимость, дальше мы негоциации, то есть торги, договариваемся по поводу цены. И что Как проис- сейчас чаще всего торги происходят?
вживую, либо по телефону? И сколько Честно, можно сбить? Смотря тоже, мне кажется, зависит от И этим риэлтор темперамента. занимается? Конечно, конечно. Если же риэлтор, это все на себя берет риэлтор. То есть как это выглядит? Если вы смотрите через риэлтора, Да. вы звоните ему и говорите так, ну слушай, я хочу эту квартиру вот в такой цене. Да. Дальше задача риэлтора эту цену вам сделать. Да? Ага. Если нет, ну то вы не купите. Да? Этим полностью занимается риэлтор. И тоже вы должны понимать, что зачастую через риэлтора проще негациации, потому что, во-первых, вы себя не чувствуете дискомфортно, за вас эту работу делает Типа всю риэлтор. грязную работу делает риэлтор. Да, плюс зачастую я вижу, что у клиентов такая блок немножко, он боится конечно, предложить, да. да, что на него обидится или еще что-то, да, это раз. То есть это за вас делает эту работу риэлтор, Да. плюс зачастую тоже у риэлтора уже есть какие-то определенные отношения с владельцем. И он уже понимает, какие ожидания владельца, он уже с ним проработал какое-то время определенное, да, сделал какую-то определенную работу. Вы тоже должны понимать, что, например, я как риэлтор, если что-то принимаю в свою оферту, то я ее буду продавать, нет такого, что я беру все. Если, например, я прихожу на недвижимость, да, и оказывается, что я вижу, что ее цена, пускай 600 тысяч, он хочет 700, да, ну то если мы не договоримся по поводу цены, я ее не беру. Просто, потому что, ну зачем, если Зачем там цена тратить время, нереальная просто, да. Поэтому тоже это плюс риэлторов, ну, по крайней мере, с опытом, да, конечно, что если ты новый риэлтор, то, возможно, ты берешь все, да, но если ты с опытом риэлтор, то зачастую у тебя недвижимость та, которую ты выбрал, та, которую ты считаешь, что хорошая цена. Да, насколько реально иностранцу без знания польского языка, а это там, ну, половина тех, кто смотрит это видео, договориться, найти, провести переговоры и купить саму квартиру? Ну, очень часто тут теряют негоциации, да, потому что пишут смс-ками. Ага. Они не выходят на контакт, да, потому что, ну, тяжело. Поляки это не очень читают сильный... смс-ки? Читают смс-ки, а очень часто, например, даже, например, украинцы, да, они вместо того, чтобы позвонить, они пишут смс-ку, что, например, Да. на английском или на польском, да, что I would я like вот, to да. buy your И как бы и тут нет apartment. коннекта. Вы должны понимать, что все-таки здесь там люди, Да. да, продают тоже. Живые У них люди. тоже есть определенные эмоции. И они тоже хотят, например, продать недвижимость свою, в которой там они прожили 5, 10, возможно, 30 лет, да. Да. Кому-то, ну, кто им понравился, да, кто с ними идет на контакт. И это Да. очень тоже важно при торгах. Зачастую Это хороший комментарий, да? это прям переломный интересно. момент, если честно, да, потому что если, например, вы клиенту не понравились, что-то пошло не так, или вы даже, не знаю, задали не тот вопрос, или Ага. что-то прокомментировали, у владельца уже может быть такое, что, ну нет, я ему не продам. Не, ну Да. понятно, если ты не Да, соображаешь и да. говоришь, ну, у вас, конечно, интересно, но у вас там ванная комната такая ужасная, я не знаю, Да, как да. вы тут А купались. оказывается, что владелица, не знаю, планировала ее 2 года, да, это она там, не знаю, Самое лучшее самое изобретение. лучшее, это для нее просто вау, куча работы, что она в это, ну, как бы вложила, а Понятно. вот приходит кто-то и говорит, что, ну, фу, Это ужасно. да. Окей. Что дальше по алгоритму? Допустим, ты выбрал квартиру, ты провел торги. Да. Как да. происходит процесс сделки? Дальше зачастую происходит Польше. так, что мы подписываем резервацию. Что такое резервация? Чтобы от вас не убежал этот вариант, вы тоже должны понимать, что рынок динамичен, и кто-то придет, например, завтра и купит эту квартиру. Да. Чтобы такой ситуации не было, зачастую подписывается умова резерваційна. Мгм. То есть вплачивается символичная квота, сумма, да, там пускай 3-5 тысяч, вы подписываете, что окей, я обязуюсь купить, ты обязуешься мне ее продать в таком-то сроке. Это Мгм. все, что там прописывается, это очень быстрый договор, да. Типа это там на пару страниц, да? за страницу даже. Там зачастую не прописывают, там только прописывают сроки, цену. И цену. Да, а потом уже, например, идут часто проверять документы. То есть, например, если Да. там есть риэлтор, зачастую делается резервация, потому что там уже все проверено. Риэлтор уже все проверил, делается резервация, да. Мгм. А Всё- если ты условия не выполнил и не купил квартиру? теряешь эту сумму. Окей. то А есть если, например, это- владелец продал другому человеку, он тебе возвращает эту сумму, плюс, например, еще 5000. То есть, если ты платил 5000, он тебе их отдает и еще доплачивает 5000. Да. Ну, как бы за неудобство, скажем Да, так. да, да. Но снова же, если вы покупаете без риэлтора, то тогда, наверное, сначала мы проверяем документы, а потом делаем резервацию или уже предварительный договор. Ну да. Да, мы должны проверить документы, потому что это все-таки вторичный рынок. Там было очень много владельцев, возможно. Мгм. Возможно 2, возможно 10. Поэтому мы проверяем все документы. Да, зачастую мы начинаем от номеру księgi wieczystej, книга реестров. Но тут как бы звездочка. Не каждая недвижимость имеет księgу wieczystую. Да, и некоторые документы нужно просто проверить как бы без этого номера. То есть это уже через нотариуса или через риэлтора снова же. Да? Окей. Какие документы зачастую прилагаются при продаже недвижимости? Да? Это же, конечно, документ, который подтверждает, что владелец – это владелец, и как он эту недвижимость получил, то есть наследство, или он ее купил. Мгм. Да? И уже потом от этого документа мы отталкиваемся, какие еще документы нам нужны. Мгм. То есть таких очень элементарных документов, что никто не прописан в недвижимости, что нет долгов по поводу чинша, например, да. Если же вы покупаете с
споживче власностеве право до локалу. В Польше есть два типа недвижимости. Да? Это одrebna власność Это как? и споживче власностеве. Одrebna это когда, грубо говоря, то есть вы полный владелец недвижимости. Да. Недвижимости То есть и 100% недвижимости принадлежит тебе? да, то есть стены, которые в недвижимости, это все ваше. Да? Да. И плюс земля под домом. Не вся, а определенная часть. Да. Споживче власностеве право до локалу. Грубо говоря, у вас право на использование недвижимости. Это идет споживче власностеве, то есть там владельцем является споживче. В практике для вас большой разницы нет. То есть в Польше очень покупают как и споживче власностеве право до локалу, так и одrebna власność. Сейчас уже только одrebna власność, уже нет такого права, как споживче власностеве, то есть не появляется нового, да, но старые еще остались. Такую квартиру можно купить, ее можно продать, такую квартиру можно получить в наследстве, такую квартиру можно, например, мы можем, например, как долги вписать на эту квартиру, да, но еще является споживче владельцем этой недвижимости. И тоже земля под домом тоже является собственником город или споживче. Да? Но эту квартиру можно купить без проблем. То есть, если вы, например, думаете купить то или другое, я думаю, что нет смысла сильно думать. Рассмотрим и на один вариант, и на второй. Потому что в практике большой разницы... Да, ты защищен. Да, Не да, так, как да. в Украине. Да. В Украине акция, типа там недвижимость принадлежит кому-то, и ты ее типа берешь там на 50 лет в аренду и так далее. Это все схемы. Не. То есть тут Ну, такое типа, тоже это всё есть. схема Есть тоже. такое, как ТБС, что ты, грубо говоря, берешь в аренду, потом, возможно, ты сможешь выкупить. И есть Типа как люди, лизинг на квартиру. да, и есть люди, которые пытаются продать такую недвижимость. То есть он взял такую себе недвижимость, да, он там расплачивает а-ля аренду и так далее, и хочет ее продать. Но невозможно это сделать просто, да, поэтому нужно быть внимательным, да. Но есть такое, как локаторское право, да, то есть, грубо говоря, у вас есть право там жить. Да, но вы не можете ее продать ничего. Временами есть там, зачастую там живут малоимущие люди. Да. И ясно, что они могут попытаться продать эту квартиру, не то что, а даже, например, взять задаток себе, да, то есть резервацию, вот уже денежки тебе, да. Типа обдурить, Поэтому, да, так. если и локаторское право, такое нельзя купить, продать и так далее. Заплатили Да, предоплату, да. проверили недвижимость. Проверили недвижимость, Все да, в порядке. все окей, и договариваемся тогда на акт нотариальный, то есть передачу имущества. Да. То есть, и ну, как процессуально это как недвижимости, выглядит? да. Мы реально приходим в назначенное Нотариус. время к нотариусу, садимся, ты продавец, я покупатель. Да. Нотариус. Нотариус готовит акт, да, Да. ты как, например, если я продавец, да, то я должен все документы предоставить нотариусу в оригиналах, это очень важно, чтобы не было такого, что там на копии что-то сделали, да, это Ну да. очень важный аспект. То есть я даю все документы нотариусу, конечно же, что до этого я высылаю нотариусу документы, потому что он на подставе этих документов делает проект нашего договора, который мы будем подписывать, да. То есть он уже с этим знаком, он только проверяет, оригиналы этого документов или нет, да. Он читает акт, мы его подписываем. Зачастую это выглядит так, что, например, мы вписываем, что у тебя, как у покупателя, есть, например, 3 дня, чтобы сделать мне перевод. Да. И потом следующая запись, да, что у меня есть, например, 3 дня на то, чтобы тебе квартиру передать. Типа там ключи отдать. Да, то есть, например, ты сделал мне перевод, я вижу эти деньги на счету, у меня есть 3 дня, чтобы тебе их передать. Понял. Это такая стандартная процедура. Но есть нюансы, да, например, если я там, не знаю, покупаю себе следующую недвижимость, попросил у тебя, могу ли я там пожить в этой квартире еще немножко, ты согласился, да, у меня уже есть деньги на счету, я себе покупаю другую квартиру, переезжаю, даю тебе ключи. Такие нюансы тоже бывают. То есть можно да? обсуждать и договариваться, да? Определенно. Поэтому это плюс вторички. Да? Ну тут, да. тут все очень эластично. Окей. И что потом? То есть вот подписали, ты переводишь деньги, тебе отдают ключи, все? То есть вы встречаетесь в квартире, да, тебе передают ключи, плюс вы подписываете протоколы. Да. То есть потому что, понятно, что в этой квартире был, например, свет, газ, да, он там платил какие-то счета в администрацию, там, за воду и так далее, да. Поэтому вы списываете протоколы. Например, первый протокол такой общий, в котором мы указываем данные сторон, да, списываем номера счетчиков воды, состояние счетчиков воды, списываем, например, свет, вписываем газ. Вот это все. Я, например, смотри, не знал за процесс подписания всяких актов после приема передач. Вот акта приема передач. Ну, скажу так, тоже зачастую владельцы плюс-минус понимают, что должны сделать, но не всегда. То есть это в их интересах или в чьих это интересах? Если честно, не совсем в их интересах, это больше в покупателей, да? Ну да. Потому что, например, что может произойти? Владелец впервые это все не сделали, а владелец просто после продажи недвижимости позвонил, например, в ЭОН, это фирма, которая дает свет, например, да, к квартире, и сказал, типа, что я там уже не живу, развязал с ними договор, но ты его не переподписал на себя. Тебя отключают свет и снимают счетчик. Пока ты его заново там... Да, также короче, лишний из гемор, газа, да, то есть поэтому, да, лучше всего это сразу все прописать, состояние счетчиков, номера счетчиков, да, например, если там газ, то мы идем к фирме, которая
предоставляет нам газ и Мгм. переписываем на себя счетчики. Свет точно так же, да. Окей. И, конечно же, что после покупки вот с этим протоколом, да, мы идем еще в спулдельню или в спулноту, которая следит за этим домом, и тоже сообщаем о покупке В администрацию, недвижимости. да, Да, в такое? администрацию, да. Сообщаем о покупке недвижимости, что теперь вы владелец, сообщаете, сколько там человек будет жить, да, передаете состояние счетчика воды, Мгм. например, да, и вам уже там снова дают вам уже оплату, сколько вы будете платить, например, каждый месяц за эту квартиру в Ченшу, Окей. в администрацию. После подписания этих всех документов что-нибудь еще? Ну, Да. нотариус. Плюс, конечно же, нотариусу за его, грубо говоря, работу, такса Мгм. нотариально. Мы да. с тобой считали, где-то трешка, да? Да, где-то 2,5? трешку мы должны брать под внимание. Тоже все зависит от нотариуса. И тогда поэтому очень может быть такая ситуация, что один это сделает за 2,5, другой за 3,5. Окей. Да? Это тоже, стоит позвонить по разным нотариусам и спросить, как это будет выглядеть. Да? Мгм. Ну, каждая тысяча, считаю, что это плюс в карман. Как бы, да? Сэкономленное, значит, Поэтому, да, заработано. стоит сделать для такое розызнание, как говорят. Да? Окей. То есть это примерно, 3000 берем еще за нотариуса, налог по 2%, да? Что мы еще должны... Годовой налог? Годовой налог — это мы идем в ужин место, например, Мгм. да, и сообщаем, что мы купили недвижимость, и он нам насчитывает налог. Это примерно там 200 злотых в год. В год. Мгм. Да, это в зависимости от метража и от локализации. Да, то есть это может быть как 50 с чем-то злотых, так и около 200, например. Да? Окей. Но это не какие-то там сумасшедшие суммы. Что-нибудь еще? Я думаю, что Из расходов? Расходов нет, я думаю, что это все. И что там, получается, фактом покупки недвижимости вторичной в Польше является акт, который вы подписали у Да. нотариуса. Да. И это есть как бы документ. А вот смотри, в Украине есть документ такой, это план квартиры. Мгм. Вот где этот документ? Мы можем получить такой план квартиры в администрации, то есть в Ага, спулдельне или в за это спулноче. в Польше отвечает Да, они там администрация. к ним идем, просим, чтобы они нам дали план недвижимости, например, да, и они там спустя То неделю-две есть по могут нам факту- его выдать. Ну да, то есть по факту тебе все равно. Ты даже можешь купить квартиру без этого документа, потому что в Украине Конечно, это- нет. То есть есть просто определенный комплект документов, да, который должен быть, какой-то минимум, да, чтобы мы больше проверили от стороны юридической безопасности, да, Подходите. недвижимость. Окей. Да. Это да. А такие как там план недвижимости и так далее, но это уже... Окей. Чем занимается в этом всем риэлтор и зачем он нужен? Но прежде всего мы должны брать под внимание, И что сколько он все-таки берет? да, вторичный рынок, он очень перспективен, это раз. Во-вторых, он очень нестабилен со стороны юридических Моментов. аспектов, моментов, да. То есть могут быть какие-то подводные камни и так далее, да. Это все, конечно же, тоже проверяет, например, нотариус, да. Мы не исключаем этого факта, да. То есть, по сути, вы можете купить эту недвижимость себе спокойненько сами. Без риэлтора, да? Но все-таки риэлтор, он вас сопровождает за руку, да, то Ага. есть, начиная с первого этапа, что мы ищем, Мгм. да, он вам советует, что лучше, где лучше, как лучше. Потом он проверяет со стороны юридическая недвижимость, да, он помогает в торгах, что оказывается очень важно, да, потому что Мгм. мы без знания языка можем плохо провести торги, в итоге купим квартиру очень дорого. но это как Реально бы скинуть 3-5%? 10-15 тоже реально. Все Да? в зависимости. Прикольно. Вы тоже должны брать под внимание, что вы вот снова, значит, как я говорил, да, риэлтор, когда берет недвижимость и продает ее, Да. он уже дает цену плюс-минус такая, какая должна быть рыночная цена. Но часто, например, я прихожу, и я на первой встрече с владельцем сбиваю цену, например, 100 тысяч. Да? И он из-за доверия ко мне, он соглашается и так далее. Да? Но если бы меня 100 не было, тысяч — это он бы немало. выставил эту квартиру 100 тысяч дороже, чем ее выставил я. Он бы пытался бы ее продать и так далее, то есть кто-то бы пришел. Ну, то есть, может быть, бы ему повезло, и кто-то бы Мгм. купил снова же, да. Но все-таки мы, как риэлтора, мы тоже как бы думаем тоже о том, как будет выглядеть процесс продажи, да, сколько это будет длиться, и есть ли смысл ставить квартиру очень дорого. Окей. Но зачастую это только делает хуже как и владельцу, так и покупателям. Но это ты сейчас сказал со стороны, если ты риэлтор по стороне недвижимости, а я сейчас про то, если ты риэлтор по стороне Не, клиента. ну снова же, конечно, например, если я как риэлтор, да, я же знаю рынок недвижимости, например, Да. в Варшаве, да, когда ко мне приходит клиент, мы идем смотреть какую-то квартиру, я уже знаю, какая ее рыночная цена. Как элементарно я могу зайти в базу транзакций, посмотреть за последние 5 лет, Типа, были сколько вот в такие этом цены. доме, в этом Да, доме да. кто у нас? Сколько продали квартир, за какую сумму, какой метраж и так далее. Это как минимум. Ага. Во-вторых, тоже все на опыте летит уже, как бы, да. Поэтому, то есть я уже знаю, какая плюс-минус должна быть нормальная цена рыночная, чтобы мы ее могли купить, чтобы мы не переплатили. Да. Это тоже очень важно, потому что это как бы 50-100 С- тысяч. Сколько это стоит все удовольствие? Мы как риэлторы берем провизию, то есть процент 3%. 3%? Да, Окей. да, И да. это где-то рыночная такая ставка? Это, то есть в Варшаве очень бывает, есть такие, которые берут 2%, 1,5%, да, есть те, которые берут 5%, например, да. Мгм. Но они, например, могут не брать от владельца,
потому что так проще, типа, найти объект продажи и так далее, и так далее. Это 5% это большая сумма, да. В среднем Варшава это так, 2,5-3% для Варшавы, да. В меньших городах тоже немножко по-другому, потому что там немножко меньше транзакций и так далее, то есть там могут по-другому работать риэлтора. И комиссию 3% клиент платит потом от продажи, либо в начале? Как Не, это? уже в конце, когда мы уже совершили сделку. Да, Были ему- те, кто не платил вам комиссию? Скажу так, были попытки, да, но это были очень единичные случаи, да. То есть лично, например, как у меня не было. Было ли у моих риэлторов, но были ситуации, да. Типа, кто-то не хотел платить. Да, ну комиссию? кто-то не хотел, потому что, ну вот мы не хотим. Не, ну как бы, типа да. 3% это ж не маленькая тоже Это большая квота. сумма, да, но в то же время как вы должны понимать, какую работу делает риэлтор, да, и, Да. конечно, что временами люди могут не оценить это, да. Он же, например, не понимает, что квартира, например, стоила 700 тысяч, а риэлтор сделал так, чтобы она стоила 600, да. Ну, какие такие элементарные. Есть те, кто это не понимают? Конечно. Он уже ж приходит на готовый объект. Например, когда я веду клиента в готовый объект, он не знает, что я там сделал для того, чтобы эта квартира была в такой цене, например, да. Ага, в Точно этом так же, плане. например, ну, почему с риэлторами работают. Зачастую у меня есть объекты, которых нет на рынке. То есть я работаю только по рекомендациям. Ко мне приходят квартиры, которых просто нет на рынке. То есть владелец квартиры отдает Сразу тебе звонит свою ко мне, квартиру, да. чтобы ты ее продавал. Да, да, то есть он ее сам никогда не выставлял и так далее, да. Окей. То есть этот объект есть только у меня. То есть некое такое камерное комьюнити, где и продавцы, и покупатели через тебя как посредника или либо компанию Да. хоботятся и начинают там одни продавать, а вторые покупать. Да. Какие риски, где могут обмануть? Где и кто может обмануть? Ну, зачастую риски это юридическая сторона, больше всего там рисков. Как бы, да, если, например, что-то будет сделано неправильно, это может потом аукнуться. Да. Элементарно, то есть, не знаю, могут быть потом проблемы при продаже даже. То есть, может, вы ее купите, будете жить, а потом продажа, а что-то пошло не так, потому что что-то не проверили. Да? Ага, и ты ее продать не можешь. Ну, например, не можешь продать, это что-то нужно, например, можешь продать, только для этого нужно сначала будет сделать документацию определенную, да? Набросать Заново. что? Набросать что это? Ну, то есть, например, конкретно? вот была ситуация, когда неправильно вписали метраж недвижимости. Окей. Никто на это не обратил Например, внимания. метраж реальный 40, вписали 35. Или там, Да. ну, обычно вписывают больше. 40, а написали 45. Ну и, например, вот уже проблема, как бы, да, у нас не совпадают документы. Например, в Да. документе метраж 35 метров, в księdze wieczystej 40 метров. Да. Что мы покупаем? Мы должны выровнять этот метраж. То Да. есть, как бы, да, это как один из нюансов. Что еще? Еще хочу какие-то нюансы. Были ситуации, когда покупали, например, недвижимость, но это сейчас уже такого почти нет. Но когда-то были ситуации, когда покупали недвижимость, что у них кто-то прописан. Окей, и это проблема. Да, это проблема, потому что, ну, у тебя прописан чужой человек. Да, а чтобы его выписать оттуда, это длится, ну, довольно-таки долго. А сейчас это убрали проблемы, да? То есть Сейчас есть такое заświadczenie, да, что там никто не прописан, и его мы предоставляем к нотариусу. Но в чем нюанс? Ты можешь, например, прийти в Urząd, Мгм. выписаться с квартиры, взять документ и прописаться снова. У него нет Ну да. термину важности, да? Это Ну как да. из таких нюансов. Хорошо, а вот тебе такой вопрос и нюанс. Я покупаю квартиру, и такую процедуру с пропиской и выпиской делает мать-одиночка с младенцем. Это уже большая проблема, потому что это охрана прав локаторов. Да, а вот расскажи, в чем проблема и как это работает? То есть мы должны понимать, что вот все-таки вот в этих случаях, да, что касаемо, например, он взял документ и записался сюда снова, да, он еще в акте, он пишет, что я подтверждаю, что там никто не прописан. Окей. И это уже как потом при судебных спорах вам поможет. Да. Но это же неприятно. Это же длится год, два, три, понимаете? Но я правильно понимаю, что человек при этом может там жить или нет? Он вам может не отдать квартиру, например. Да, такое тоже бывает, но тоже нужно помнить о том, что в акте нотариальном, когда мы прописываем акт купли-продажи, там есть такая запись «Трzysiódemki» называется, да, то есть ты обязан... 6 щудемки? Да, да. 3 семерки? Да. Ты обязан, например, как покупатель, мне в этом сроке перелить деньги за недвижимость, а я в сроки X тебе ее отдать. Ага, и Понял? все. Ты как, да, то есть и это, конечно, что это могут быть проблемы снова же, да, но из-за того, что есть вот эти 3 щудемки, 3 семерки, намного проще судебное дело идет, намного быстрее, да. Точно так же, например, что касаемо прописанного человека в квартире. Если было это заświadczenie, что там никто не прописан, плюс он подтвердил в акте лично, что да, там никто не прописан, в итоге прописался, это уже он как бы помимо права, да, поэтому, то есть, ну, есть такие нюансы, Окей. да. А что Или, еще? например, зарегистрированная działalność gospodarcza в квартире, да, снова же, это небольшая проблема, да, вы купили квартиру, в которой есть какая-то działalność gospodarcza, была зарегистрирована, да, вам просто будут приклеить какие-то там письма,
могут вам, не знаю, прийти приставы какие-то судебные, постучать в дверь, потому что там, не знаю, какая-то была задолженность просто, да. Это просто неприятно, но снова же это решаемо, да. То есть просто очень много есть таких нюансов, которые нужно просто сделать от А до Я, да, чтобы вы потом просто спокойненько себе наслаждались покупкой, а не были в стрессе, что что-то пошло не так. Если перепланировка, я купил квартиру, там случилась перепланировка, и потом мне продают уже перепланированную квартиру, то это окей? Но мы тоже должны, во-первых, это в зависимости от типу власности, то есть это odrębna власность, да, или споживча власності, как я говорил ранее, да. По поводу odrębnej власности, там с ремонтом все намного проще, да, и там с разрешением спółdzielni нам не нужно, чтобы это переделать. Да, но, например, если это спółdzielcza własnościowe, право до локалу, мы все, что мы изменяем в квартире, мы должны сообщить, делаем перепланировку, сообщить в администрацию. Да? То есть, конечно же, что мы не можем там несущие стены, да, убирать и так далее, это понятно, да. Но все же, если мы, например, там, не знаю, переносим кухню, например, в комнату, ну, на это все должно быть какое-то определенное разрешение, но с этим могут быть проблемы, да. Поэтому всегда и в этом риэлтор тоже помогает. Да, то есть всегда нужно все-таки проверить, было ли это как есть документ на то, что это можно было сделать, например, да. Короче, везде надо документ, проверить документ на то, что был правильно выписан документ. Да, ну даже элементарно вот какой была такая очень популярная инвестиция, как готовить инвестиционный. То есть инвестор покупал недвижимость, да, например, в вот таком блоке с 70-х, да, это старая застройка, купил себе 60 метров и переделал ее на 3 кавалерки. Ну, это популярная схема, да. В итоге у нас 3 санузла, да, 3 кухни. Но это невозможно. Этот дом не был рассчитан на то, что в квартире еще будет 3 квартиры. Элементарно. То есть, да, как бы сейчас эту лавочку уже прикрыли. Сейчас такое можно сделать только, например, в каменицах, да, можно получить разрешение. И можно получить разрешение в новых застройках. Да. Ага, изначально в новых. Да, да, то есть это тоже очень важно. Часто бывает такое, что, например, там, не знаю, квартира 60 метров, 6 комнат и кухня в коридоре. Но это, по сути, еще более-менее как-то там окей, да. Но когда вот в таком старом блоке у нас 3 санузла и 3 кухни на 60 метрах, ну, это что может быть еще из... А может ли риэлтор как-то обмануть? Или, по сути... Он может только просто некачественно работу свою может, делать. да, некачественно делать свою работу. Но тоже, конечно, что могут быть ситуации, когда он говорит, я риэлтор, да, а он там, не знаю, какой-то полномочник владельца, и там что-то комбинирует. Ну, зачастую это все тоже регулируется правом. Да, поэтому, то есть, так, чтобы он прям обманул вас, он вам может сказать, например, что тут, не знаю, нет діяльності господарчої, да, а она там есть. Okay. То есть такое, конечно же, тоже может быть, это нужно брать под внимание, что, ну, не все мы учтивы, да, к сожалению, как бы, да, такая конкуренция тоже у меня есть, и это нужно брать под внимание, да. Но все же, конечно, просто нужно подойти с головой к выбору риэлтора, да, и тогда, я думаю, проблем у вас будет намного меньше. Окей. Подрезюмируй, пожалуйста, еще раз, Влад, алгоритм покупки вторичной недвижимости в Польше, так, бам-бам-бам. То есть первое — это финансы, готовим финансы, ложим на счет деньги, да. Второе, начинаем расставление приоритетов, что мы точно ищем. Третье, это ищем через сайты, которые я уже говорил, да. Дальше торги. Четвертый шаг. Обязательно торги. Обязательно торги, да. Четвертый шаг, это тоже мы должны помнить, что юридическая сторона, проверяем все документы, да. Потом встречаемся у нотариуса. Да, шаг номер 6 у нотариуса. Да. Потом передаем квартиру, то есть принимаем ключи от квартиры. Списываем все счетчики. Как бы оплачиваем квартиру, принимаем ключи. Да, принимаем ключи, списываем эти протоколы. Идем 7-й протокол, я бы сказал. Потом переписываем на себя свет, например, газ, то есть переписываем на себя все счетчики, идем в администрацию, подтверждаем, что мы купили эту недвижимость, теперь я владелец, и помним о налоге о недвижимости. Идем еще в ужин дільниці или место, да, и сообщаем, что мы купили недвижимость, чтобы нам насчитали налог от недвижимости. Друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, внизу под видео задавайте ваши вопросы и набросайте нам еще тем, которые вам интересно узнать, да, мы с Владом будем это обсудим. Да, раскрывать. Может, в этом видео вам чего-то не хватило по вторичке, да, такое может быть, пишите, обсудим. Снизу под видео я оставлю все ссылки на Влада, на него, на инсту, на компанию. Если вам нужна помощь в покупке, в продаже, в аренде недвижимости, земли, коммерции и всего остального, пожалуйста, это все к Владу, помогут. Первая консультация бесплатна. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса,
помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółku z o.o. в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!